Всем здравствуйте! Сегодня разберем такой узор. Я его назвала цепи. Напоминает цепочку. Длину самого звена вы можете выбирать сами, как вам больше понравится. Здесь у меня провязано 9 рядов. Здесь я провязала 7 и остановилась, потому что начинается раппорт узора, который я хочу с вами разобрать, показать, как это вязать. Итак, раппорт первый вот до сюда вяжется. Это 18 петель плюс 8 петель для симметрии узора. Вот так получается. Это один раппорт. Здесь я набрала 2 раза по 18 и 1 раз 8, чтобы у меня было симметрично с обоих краев. Итак, приступим. Первый ряд. Первый ряд мы провязываем следующим образом. Кромочную петельку мы снимаем. Дальше вяжем 3 изнаночные петли, 2 лицевые, 3 изнаночные петли, 10 лицевых. Дальше 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 10 лицевых. И в конце остается 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Изнаночный ряд вяжется по узору, поэтому мы их будем пропускать. Над лицевыми петлями мы вяжем лицевые, над изнаночными петельками мы вяжем изнаночные петли. Итак, изнаночный ряд я пропущу. Так, изнаночный ряд мы провязали. Теперь лицевой ряд. Самое интересное. Можете использовать вспомогательные спицы, можете не использовать, так как делаю это я. Итак, первые 3, 5, 8 петель. Первые 8 петель мы провязываем также по узору всегда. Они у нас остаются неизменные. То есть 3 изнаночные петли, 2 лицевые петли и 3 изнаночные петельки. Дальше, если вы используете вспомогательную спицу, вам понадобится их 2 штуки. Итак, первые 4 петельки мы снимаем на вспомогательную спицу за работу. Или если вы вяжете как я, то ниточка должна быть перед работой. Следующие 2 петельки вы снимаете на вторую вспомогательную петлю и оставляете перед работой. Если вы вяжете одной спицей, как я, то вы их снимаете и ниточку оставляете за работой. Вот так. Дальше 4 лицевые петли мы провязываем обычными лицевыми петельками. Вот так. Теперь 2 петли, которые мы снимали перед работой, мы должны их провязать. То есть мы отсчитываем 4 петли, подхватываем 2 петельки, вытаскиваем спицу и переснимаем первые провязанные 4 петельки. Провязываем 2 центральные лицевые петли. Вот так. Теперь осталось 4 непровязанных петли, которые были первые. Они должны быть за работой. То есть мы поворачиваем на изнаночную сторону, отсчитываем 6 петель, которые у нас провязаны, вводим спицу в 4 непровязанные петельки, снимаем все с правой спицы и переснимаем 6 провязанных петель на правую спицу.
Теперь провязываем первые 4 петли. 1, 2, 3, 4. Тем самым у нас получается центральные петли по центру, 2 петельки, и по 4 петли скрещенные в правую сторону. Итак, дальше мы провязываем 8 петель по узору, то есть 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. И повторяем то же самое, что мы делали здесь. Первые 4 петли мы снимаем за работой. Следующие 2 петли мы снимаем перед работой. Оставшиеся 4 петли мы провязываем лицевыми петлями. Дальше 2 петли, которые были перед работой, мы провязываем их следующими. 1, 2. И теперь те, которые оставались за работой, мы провязываем их последними. И довязываем до конца. То есть 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Кромочная петелька. В изнаночном ряду мы вяжем по узору, поэтому я его пропускаю. Мы провязали с вами 4 ряда. Вывязали закрепочку, так скажем, да, для звеньев. И теперь мы должны с вами провязать еще 2 ряда по узору, то есть лицевой и изнаночный ряд. 3 изнаночные петельки, 2 лицевые, 3 изнаночные петельки, 10 лицевых. Дальше 3 изнаночные петли, 2 лицевые, 3 изнаночные петельки, 10 лицевых. Три изнаночные, 2 лицевые и заканчиваем 3 изнаночными и кромочной петлей. В изнаночном ряду также по узору вяжем, поэтому я его пропущу. Мы провязали с вами 6 рядов. Теперь формируем сами звенья. Вот видите, как отличается. Здесь у меня было провязано 9 рядов, здесь 7 рядов. Эти более круглые получаются, а эти более вытянутые звенья. Поэтому выбирайте сами, как вам больше нравится. Итак, 7 ряд. Кромочную петельку мы снимаем, провязываем 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Теперь само звено. Каждое звено состоит из 3 лицевых петель. То есть мы провязываем 3 лицевые петли. Дальше промежуток в 4 изнаночные петельки. То есть 3 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых. Дальше повторяем. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Теперь звено. 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые. И остается у нас 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных и кромочная петелька. Изнаночный ряд провязывается по узору.
Мы провязали изнаночный ряд. У нас получилось 2 изнаночные дорожки. Количество дорожек вы выбираете сами, какое вам больше нравится. Итак, здесь у меня 7, здесь у меня 9. Разница очень даже заметна. Итак, мы провязываем дальше по узору такое количество петель, какое вы хотите. Можно 7, можно 5, можно 9, можно больше. Я покажу, как действовать дальше, после того, как вы провязали уже необходимое вам количество для высоты звена. Итак, вот, например, мы провязали, ну пусть будет 7, вернее 6, да, потому что мы в лицевом ряду сейчас стоим, у нас должно быть четное количество. Итак, следующий ряд. Как будто у нас здесь 6 изнаночных дорожек. Провязываем 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Здесь мы все вяжем по узору в лицевом ряду, точно так же. То есть в звене, да, у нас 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые. Дальше повторяем 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Здесь по узору 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые. И заканчиваем 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные и кромочная петелька. 3 изнаночные и кромочная. Итак, лицевой ряд мы провязали также по узору. У нас получается здесь нечетное количество изнаночных дорожек внутри самого звена. Переходим на изнаночную сторону. Здесь провязываем первые 8 петель по узору, то есть 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 3 лицевые. Теперь мы должны с вами сделать 10 лицевых петель по лицевой стороне, но так как мы на изнаночной стороне, мы снова соединяем. Мы провязываем с вами 10 изнаночных петель. Вот таким образом, да. У нас они шли лицевыми, и в изнаночном ряду мы их соединяем снова. Соединяем наше звено. Итак, по узору опять 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. И соединяем 10 изнаночных петель. Соединяем наше звено. Заканчиваем также по узору. 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых и кромочная петля. Итак, раппорт готов. Здесь у меня получится очень маленькое звено. То есть мы дальше продолжаем вязать с первого ряда, так же как и вязали здесь. На этом все. В принципе, все просто. Главное разобраться вот с этой центральной закрепочной между звеньями. Спасибо всем за поддержку, за просмотры. До новых встреч!